Ну что, поистине историческое событие. Прямо на моих глазах биткоин находится на исторических максимумах. Это 75 800, даже вот чуть выше он доходил. Короче, 76 он уже трогал. 76 тысяч долларов. Офигеть. Мы вышли наконец-то из этого боковика, который длился больше полугода. Потихоньку так волнами начали подниматься наверх. Наконец-то мы пробили ATH. А все почему? Потому что Дональд Трамп победил на выборах в США. С этим я вас поздравляю, любезно. Дональд Трамп у нас за крипту. Я выкладывал пост у себя в телеграм-канале, что он там пообещал. Давайте посмотрим этот постец. Вот целый список обещаний Дональда Трампа. Это внедрить биткоин в качестве стратегического резервного актива в США, запретить создание CBDC, это цифровой доллар, превратить Америку в крипто-столицу мира, использовать биткоин для решения проблемы с госдолгом США, поощрять инновации для создания величайшей экономики в истории, положить конец незаконным репрессиям демократов в отношении криптоиндустрии, защитить право на майнинг и самостоятельное хранение криптовалюты, позволить гражданам самостоятельно распоряжаться своими активами без госконтроля, уволить Гэри Генслера, главу СЕК. Он постоянно душит криптоиндустрию, какие-то судебные новые избирательства, что-то постоянно ему не нравится, он постоянно душит эту криптоиндустрию. Если его уволят и поставят какого-то криптоэнтузиаста на место главы СЕК, то это будет большим плюсом для нас. Завершить антикриптовалютный крестовый поход Джо Байдена и Камалы Харрис, создать президентский консультативный комитет, который обеспечит принятие законов для крипторегулирования, новые правила для криптоиндустрии начнут писать люди, которые любят, а не ненавидят отрасль, и смягчить пожизненное тюремное заключение основателя Silk Road. Вот такие вот обещания дал, дай бог, если он выполнит хотя бы половину, это уже будет очень круто. Также после результатов выборов начали киты накапливать дичайшим образом биткоин. Опять же, все новости в моем телеграм-канале Bendy Gang, поэтому подпишитесь, чтобы быть в курсе всех криптособытий. Еще токен X Empire дал 200% со дна, это 3 икса. Те, кто захотел, заработали, забрали бабки. Я до сих пор холжу токен, и, возможно, в скором времени я сделаю обзор на этот токен. На данный момент все холдеры BTC находятся в плюсе. Покупали вы здесь или здесь. Сейчас все те, люди, кто купил биткоин, все в плюсе. То есть, если вы купили биткоин, вы просто не можете быть в минусе сейчас, потому что цена находится возле своих исторических максимумов. Что вы там, инвестируете в недвижку, да, в акции? Какие акции? Вот он, биткоин покупаете, и вы находитесь в профите. Да, я еще не отрицаю тот факт, что может быть произойти коррекция. Об этом мы поговорим чуть позже. Давайте перейдем к следующим новостям. BTC осталось 35% до 100 тысяч долларов. Кажется, 35%, вот все 100 тысяч долларов, далеко лететь. Но давайте откроем крипторанк и посмотрим, что же было у нас в прошлых годах. 35% нам надо. 2017 год, 47%, 58%, 38%, и это 3 месяца подряд был рост. Но можем посмотреть недавний какой-нибудь год, 2020, 42%, 47% за 2 месяца, а до этого было плюс 28%. В 2021 плюс 40%, да даже в 2023 было 28%, то есть дойти до ATH, прошлые года нет смысла смотреть, потому что на 400% биткоин вряд ли уже вырастет, он слишком тяжелый стал, но если посмотреть прошлые года, недавние даже, то 35% это можно спокойно достигнуть до месяца, и давайте даже если сравнить с прошлой бычкой, смотрите, когда биткоин пробивал ATH, вот ATH, он пробивал все. Он рос практически без остановок. Да, какие-то маленькие были остановки, чтобы набрать шортистов, и потом этих шортистов посадить на эти зеленые свечи. Но в целом у нас был рост. Да, была тут коррекция, скорее всего, там что-то происходило, поэтому была коррекция такая. И вот биткоин просто рос. И давайте даже посмотрим с ATH, вот с прошлого ATH. Это был 2021 год. Сколько он там дал? 372%. Изи. Поэтому я не вижу никаких остановок сверху. Во-первых, тут Price Discovery, тут нет... О, кстати, сейчас будет опять ATH 76 тысяч долларов. Я не вижу, тут нет ничего. Тут Price Discovery, то есть свободный полет цены. Мы можем на любых новостях, там, не знаю, Microsoft начинает покупать биткоин, там еще что-то, Трамп выполняет свои обещания, и мы просто летим на 100 тысяч. И 100 тысяч это будет очень большим маркетингом для биткоина. То есть, прикиньте, во всех новостях биткоин пробил 100 тысяч там. Короче, это будет отовсюду слышно, и все полетят в криптоиндустрии, будет еще больше пихать денег в крипту, и крипта будет расти. Поэтому я остаюсь stay bullish 76, пожалуйста. Посмотрите на это, вы это видите? Это новый гребаный этаж, это 76-100, прямо на ваших глазах это происходит. Но когда выйдет видос, возможно, биткоин уже будет 80, хотелось бы видеть, а может и ниже, не знаю, посмотрим. Давайте перейдем дальше к новостям. Еще что может повлиять на дикий рост крипты, это, конечно же, разбан крипты в Китае, потому что в Китае крипта запрещена, но при этом Китай хранит на своих балансах крипту. Да, вот так вот можно делать. И если в Китае разбанят крипту, а я уверен, что в Китае разбанят крипту, потому что если Китай не начнет использовать криптовалюту и внедрять ее,
то США заберет господство в этой индустрии. Россия уже тоже начала одобрять криптовалюту, у них там майнинг, появляются новые законы, которые регулируют эту область. И если Китай будет стоять в сторонке, то он просто отпустит этот рынок и отдаст другим странам. Я не думаю, что Китаю это интересно, поэтому я думаю, в скором времени мы увидим разбан крипты, и это, это 100% полет BTC на новый этаж. Опять же, у нас новый этаж, 76, 250. Поздравляю вас с этим. Идем дальше. И в этот день, когда вот одобрили, получается, 6 числа, я снимаю, 6 числа было одобрение, выиграл Трамп, и открылся рынок фондовый в США. И за первые 20 минут объем торгов составил $1 миллиард. $1 миллиард биткоином. Жесть. Просто все ринулись торговать, покупать биткоин. Дальше Tether распечатает огромное количество USDT, чтобы люди торговали, покупали. Экземпляр опять там дает палки вверх. И вот эта новость, это просто сок. Как только это произойдет, биток по-любому отреагирует ростом. Мы собираемся создать стратегический резерв биткоинов. То есть США на своем балансе будут хранить биткоины как стратегический резерв. Это просто будет бомба. США начнет, во-первых, докупать биткоины, это будет еще провоцировать рост. И то, что они будут хранить биткоины, то есть уберут лишние биткоины с рынка, тем самым уменьшив предложение, а спрос будет увеличиваться, цена будет расти. Короче, ребята, этот бычий рынок, он будет сумасшедший. Я вам отвечаю, он будет сумасшедший, поэтому держите крепко сумки свои. Еще, кстати, одна из крутых новостей. У меня есть закрытое сообщество криптобазы, если вы не знали. Туда мы завезли огромное количество платных курсов, бесплатно для участников криптобазы. Условно бесплатно, потому что, чтобы зайти в криптобазу, на данный момент осталось 4 места по $40. Вы там найдете сливы из других приватных сообществ, куча курсов, которые мы добавили недавно, сигналы по трейдингу, куча обучений, очень много полезной информации, и это копейки. Реально, цена копейки по сравнению с тем, сколько продают другие блогеры свои курсы и прочую фигню. Поэтому можете зайти в описание, знакомиться более подробно, потому что потом осталось 4 места, цена взлетит до $69 за вступление. То есть вы платите один раз, залетаете в сообщество и просто кайфуете, наслаждаетесь полезной информацией и общением с топовыми людьми, которые тоже стремятся заработать в этом рынке. Про закрытое сообщество, если что, ссылочка будет в описании, там можете более подробно ознакомиться. И вот еще одна очень интересная новость. При резком откате BTC до 65 900, то есть просто падение на $10 тысяч, там 12,5%, это обычная коррекция на крипторынке. Количество лонг-ликвидаций составит $8,6 миллиардов. Это просто жесть. $8,6 миллиардов. Если биточек решит скорректироваться, вот где-то 66, вот сюда решит скорректироваться, это просто обычная коррекция, просто палка, просто обычная коррекция, закроется гэп, и биток дальше пойдет расти. Всего лишь, если обычная коррекция произойдет вот сюда, вот в эту зону, 8,6 миллиардов будет ликвидировано. Что такое лонг ликвидации? Это будет, значит, продажа по рынку. И это не есть хорошо. Если ликвидировали шорты это покупка по рынку, это дает буст к цене. А лонг ликвидации нам не нужны. Но я надеюсь, цена будет дальше расти. Мы находимся выше, мы сделали ретест нисходящего клина сверху вниз, это хороший очень показатель. Если мы тут закрепляемся, торгуемся, если мы торгуемся выше этой трендовой, это ковидная трендовая, нет, это не ковидная, это трендовая, в принципе, с начала 2023 года, конца, точнее, 2023 года. И если мы торгуемся здесь, выше вот этой ковидной трендовой, это уже ковидная трендовая. В этом диапазоне мы торгуемся, это в любом случае полет над 100 тысяч. Кто бы что ни говорил, как бы там медведи вам не ссали в уши, все медведи будут обоссаны и посажены вот на такие вот зеленые елдаки. Вот на такой елдачок будут садиться все медведи, кто не верит в биткоин и в криптоиндустрию. Повторяю еще раз, и в этом мы скоро убедимся в ближайшие полгода. Когда альтсезон? Я смотрю на эту доминацию, она уже 61%, и хочу вам сказать, что, альтсезон начнется тогда, когда начнется снижение доминации биткоина. Сейчас она 61%, точнее 60-90%. Последний раз такая доминация была в 2021 году, когда она упала резко и начался альтсезон. Поэтому пока что альтсезона не будет, пока будет расти доминация. Во-первых, мы находимся уже на финальной стадии, то есть вот здесь где-то будет разворот доминации происходить. То есть мы уже пробили, во-первых, очень сильный уровень сопротивления, и где-то здесь мы можем проторговаться, и потом доминация упадет. Либо мы сразу отсюда будем падать. Опять же, это все будет зависеть от того, что будет происходить на рынке криптовалют. Но если биткоин вырастет до 100 тысяч долларов, то доминация подрастет вместе с биткоином. Потому что, как видите, биткоин растет, альты тоже что-то растут, но альты, они более легкие, они должны еще больше расти. Но за счет того, что растет доминация, то есть деньги идут в первую очередь в биткоин. Альтам не хватает ликвидности, поэтому они растут меньше всего. Не просто там за биткоином подрастают и все. Это тоже важно понимать. Доминация, у меня цель по доминации 48 это первая цель, 40 это вторая цель. То есть снижение в этот диапазон, это просто взрыв, огромный рост альткоинов. Я свои сумки буду удерживать как минимум до 48% по доминации. Поэтому ждем падения доминации биткоина. Это рост, это альтсезон.
в ближайшие полгода, я думаю, это уже начнется. Вот если я такую палочку пометил, где может примерно разворот начаться, или хотя бы начаться боковик, а потом уже падение. И надеюсь, в ноябре, в конце ноября, либо в следующем месяце мы уже увидим разворот доминации и рост альты по всему рынку. Также я давно не показывал свой портфель. Мой портфель сегодня чувствует себя прекрасно. За сутки вырос на $900. Сейчас у меня портфель составляет 8800. Да, это немного по отношению к крипторынку, но вот такой вот у меня портфельчик сформирован. Вот мои токены, можете посмотреть, как бы я особо не скрываю, иногда показываю свой портфель, можете чекнуть StormTrade, XMPar, но это опять же недавние дропы, которые я получал. StormTrade я на IDO еще покупал, то есть цена почти x3 от моей точки входа. XMPar я на халяву получил, $500 лежит, хотя в пике было больше. Я, короче, их продал, потом понял, что-то я хочу купить. И решил купить токены, они потом укатались, но XMPar недавно дал огромный рост. И сейчас моя позиция находится в размере $500. Да, когда я продавал, было 650, потом откупил, но все равно просадочки небольшой. Но я верю, что в XMPar раскачают, токен очень легкий, там капитализация всего лишь 40 миллионов, и он может лететь вообще в стратосферу. Ноткоины, Старкнеты, все это, да, холдинг, правда, чувствует себя ноткоин не очень, но я все равно думаю, что он вырастет. И прочие токены, вот можете чекнуть, такие вот у меня есть токены. И опять же, это не финансовая рекомендация, это мои покупки в соответствии с моим риск-менеджментом и моим ожиданием. По своему портфелю я жду минимум $50 тысяч на бычьем альт-сезоне, и максимум я жду $100 тысяч. То есть я, возможно, буду переливаться, делать какие-то мувы, и хотелось бы, конечно, $100 тысяч забрать с 8 тысяч. Если вам кажется, что это какая-то дикость, то я вам скажу, что на прошлых бычьих циклах это было вообще на изи. То есть даже если вот, допустим, округлим $10 тысяч, чтобы сделать $50 тысяч, это 5 иксов. Это вообще пыль. По всему рынку альтов там в среднем, может быть, будет даже 4-5 иксов. То есть просто набрав альты, вы можно просто сидеть и сделать 5 иксов. Это изи. А тем более, я думаю, что этот бычий цикл будет очень ярким в связи с тем, что пришло много людей с тапалок. Биткоин, Трамп, короче, качать будет этот рынок очень жестко. И я думаю, что мы увидим возможно, самый яркий альт-сезон и самый последний. Поэтому те, кто сейчас в крипте, альты еще не поздно покупать, все на дне находится. Посмотрите, все находится на дне. И сейчас ничего не поздно покупать. Если вы еще не в рынке, опять же, это не финансовая рекомендация, это лишь моя насмотренность и что я думаю. Можете посмотреть графики старых криптовалют, посмотреть, что с ними происходило. Сейчас все находится в накоплении, ничего еще не улетело и не поздно заходить в рынок. Сейчас, конечно, не самые лучшие цены для входа, и еще можем укататься вниз. Потому что если будет коррекция вот куда-нибудь сюда, то альта посыпется просто дичайшим образом. Но в целом направление у нас на $100 тысяч. Дальше будем смотреть, что будет происходить по рынку, какой будет нарратив качаться. Вот такие вот у меня мысли. Короче, всех поздравляю с победой Трампа, поздравляю с новым атташ по битку. Держим свои сумки, держим, не продаем. Спекулянты на этом рынке зачастую проигрывают, а выигрывают именно те, кто удерживает свои позиции, то есть холдеры. Об этом говорил CZ, самый богатый человек, один из самых богатых человеков в крипте, основатель криптобиржи Binance. И многие топовые чуваки говорят, что холдеры побеждают на дистанции всегда. То есть, если вы холдеры, я вас поздравляю, мы с вами в одной лодке находимся, держим сумки и ждем альт-сезона и битка по $100 тысяч. И с вами был Бенди Крипто, опять же, криптобаза в описании, можете ознакомиться, зайти, очень много платных курсов, которые слиты в моем криптосообществе. Мой телеграм-канал Bendy Gang, тоже буду рад вашей подписке. Подписывайтесь на мой YouTube канал, тут тоже очень много полезной информации, и мы с вами увидимся уже в следующих видосиках. Всем удачи и всем пока!